Сегодня мы поговорим о зимней подкормке серых куропаток. В теплое время года они живут на лугу. Увидеть их летом очень сложно. Зато в суровые зимы в поисках пищи они прилетают поближе к жилью человека. Держатся всегда небольшим табунком, в который входят члены одной семьи. Они не относятся к обычным посетителям кормушек, но нуждаются в зимней подкормке не меньше других птиц. Несмотря на то, что гребутся лапами и клювом куропатки очень ловко, из-за толстого слоя снега они не в состоянии достать пищу сами. Кроме того, они не знают, где под снегом находится корм и в каком месте надо копать. В Рязанском доме белого аиста подкармливают куропаток уже 2 года. В этом году живет табунок из 8 особей. Осенью их было 9. Одна стала, скорее всего, добычей хищника. Птицы уже привыкли к подкормке и постоянно ею пользуются. Куропаток можно подкармливать любой зерновой продукцией. Очень хорошо делать смесь, в которую может входить проса, овес, пшеница, перловка, кукурузная сечка, семечки подсолнуха, канаречное семя, рапс, горчица, куриная проса, овсяница, тимофеевка. Такая подкормка используется для кормления любых комнатных птичек. Главный вопрос не в том, чем кормить, а в том, где сыпать корм и как должна быть обустроена кормушка. Сыпать корм надо в самом оптимальном месте. В прошлом году солому, завезенную для подстилки аистам, сложили в стога прямо на лугу. Куропатки их нашли и питались остатками зерна. Поэтому было принято решение сыпать зерно у основания стога. В этом году для большей сохранности солому накрыли непромокаемой тканью. Птицам солома стала недоступна. И возник вопрос, где сыпать корм. Либо в зарослях кормовых растений, либо воспользоваться особенностью поведения птиц. Куропатки часто ходят вдоль каких-либо направляющих линий. В Рязанском доме белого аиста такой направляющей является забор. Птицы выходят к забору и дальше идут вдоль него, потому что сквозь пройти не могут, а перелететь не хотят. Поэтому подкормку стали сыпать возле забора. Через несколько дней она была обнаружена. Теперь куропатки приходят регулярно, но не каждый день. У них, наверное, есть другие источники пищи. Увидеть гостей удается не всегда, но следы, оставляемые на снегу, выдают их присутствие. Что касается обустройства кормушки, большинство специалистов советуют делать шалашики из сена, сухой травы, бурьяна и внутри сыпать смесь. Это целесообразно для тех случаев, когда человек редко посещает кормушку. Шалашик защищает от снега подкормку и в какой-то мере птиц, но затрудняют куропаткам обзор. Без него легче заметить приближающегося хищника и улететь. В Рязанском доме белого аиста шалашиком не пользуются, потому что могут обновлять подкормку каждый день. Если же ночной снегопад все же засыплет корм, куропатки могут его раскопать, так как хорошо знают место кормежки. Надеемся, все птицы благодаря подкормке доживут до весны и оставят потомство. На сегодня все. В следующем репортаже поговорим о том, как китайцы объявили войну воробьям и что из этого получилось. С вами были Антон Барановский и Светлана Райкова. До скорых встреч!